Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня у нас очаровательная девушка, и у нее запрос, значит, поднять грудь, да? Но мы это все рассмотрим с точки зрения визуальной диагностики и посмотрим, как другие части тела влияют на грудь. В данном случае сразу могу сказать, что это таз. И давайте мы все это наглядно увидим, и я все это наглядно покажу. Так, ну, во-первых, чтобы все было точно, нам нужно соотнести линию фотоаппарата с вот этой линией. И посмотрите, что здесь бросается в глаза. В первую очередь это наклон таза. Вот давайте я скалкой покажу. То есть у нее вот такое вот положение таза. И вот это вот положение к чему приводит? К тому, что вся другая часть осанки меняется, да? В том числе и грудь. Почему? Потому что это меняет положение плечей. У нее сейчас мы вот так сделаем. Давайте посмотрим, я встану вот отсюда, чтобы было видно. Есть небольшое, незначительное выдвижение плечей, но его почти нету. Почти нету. Но именно выдвижение плечей будет опускать грудь. Если вернуть плечи назад, то грудь автоматически поднимается. Да? И что здесь происходит? То есть при наклоне таза вперед у нас происходит, вот я покажу, наклон всего туловища вперед. И тело начинает делать вот такой прогиб, и плечи остаются впереди. Поэтому, чтобы вернуть плечи, нам нужно поставить таз на место. Вот так руки подними, чтобы было видно. То есть, как проверяется таз? Я беру вот переднюю подвздошную ось и заднюю нахожу. Где она? Вот она. И вот эта вот линия соединения, да, показывает, что есть наклон таза. Теперь давайте определим, что наклоняет таз. Посмотрите, переразогнутые ноги. То есть у нее ноги выдвинуты назад. Выдвинуты назад, и это говорит о том, что прямая мышца бедра, повернись теперь вот так сюда, что вот эта мышца имеет короткую длину. Но вот этот случай очень непростой и сложный. Почему? Потому что это очень гибкая девушка. И визуально я сразу вижу какая-то мышца. Но я сейчас буду делать тесты, и вы увидите, что она гибкая. У нее легко пятка достает до попы. И это вызывает затруднение у многих коллег, что а что же тянуть? Ну, я сразу скажу, что. Но если мы будем сейчас ей развивать гибкость, то таз не поменяет положение или почти не поменяет. Потому что осанка это некий баланс натяжений. Поэтому нам надо не только, еще раз боком, не только вот здесь вытянуть, нам надо вот здесь сократить. Вот здесь сзади. К чему все это приведет? То есть, если мы таз не поставим, у нее вот здесь сжаты будут позвонки. И это приведет к разным проблемам. В ногах, в гинекологии, в органах. Вот здесь будут проблемы, потому что здесь позвонки сжаты. Поэтому вот эту поверхность мы должны сократить, а вот эту растянуть. И сейчас мы этим займемся, я покажу на практике, как это делать, и мы потом посмотрим разницу. Итак, давайте я покажу то, что я хотел показать. Тест на мышцу прямую бедра. И вот смотрите. Пятка не достает, но когда я начинаю прижимать, она, конечно, легко достанет. Да? Но, во-первых, я чувствую упругость. Что есть упругость. А во-вторых, посмотрите, таз начинает приподниматься немножко. Вот. Это настолько неочевидно и трудно это заметить, что большинство специалистов это просто упускают из вида. Но при этом у нее хорошая гибкость. Посмотрите, вот что одна нога, что другая. Она спокойно вот дотягивается. Но я чувствую, как пошло усилие натяжения. То есть это прямая мышца бедра.
Хорошо, ну давайте я сделаю пир. Сначала я попробую просто вытягивать ноги, да. То есть вот я натянул, и я прошу ее сопротивляться 10 секунд. Дави. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И расслабили. Вот нога легко ушла. Вот смотрите, что делать в таком случае, когда гибкость фактически уже исчерпана, да? То есть я держу совершенно спокойно. Мы тогда подложим что-то под колено. Вот я беру валик, да. И вот теперь тяжелее стало. Угу. Вот натянулось сильнее. Дави. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И расслабился. И вот таким вот образом я буду вытягивать сейчас эту мышцу, прямую мышцу бедра. То есть первая задача, которую я здесь ставлю себе, это поставить таз на место. Потому что это меняет всю осанку. Потом буду дорабатывать какие-то мелочи. Какие-то мелочи. Тянется мышца. Угу. Ну и все, вот так вот держу. И таким образом вытягиваю. Потом покажу еще одну хитрость, как усилить этот эффект. И объясню почему. Потому что осанка — это баланс натяжений. Нам недостаточно растянуть одну поверхность. Точнее, это в некоторых случаях достаточно, да, когда люди не гибкие и когда основная проблема в потере гибкости. Но здесь этой проблемы нету. Посмотрите, гибкость какая хорошая. Я могу вообще ее вот так завернуть, смотрите. Тянется? Угу. Сильнее? Да. Еще сильнее. То есть ей вот этого недостаточно. Настолько хорошая гибкость. Ну, мы тогда возьмем побольше. Возьмем побольше. И вытягиваем. Так, давай, дави. 3, 4, 5, 10. И расслабили. Ну, 10 секунд давит, потом расслабление, и я держу. То есть я пришел к выводу, что просто пир сделать недостаточно. Растяжка идет именно когда держишь. Иначе не меняется длина. И вот ей сейчас, да, вот эта вот растяжка мало поможет, потому что она гибкая. Поэтому мы сделаем акцент на закачивании задней поверхности и посмотрим, как это изменит таз. То есть это некая новая такая... Ой, ступню больно. Ступню больно, да. Новая некая фишка такая, которая усилит эффективность. Потому что вот многие столкнутся, вот когда вот такие гибкие девушки, с проблемой, что не получается выправить. Потому что здесь не только гибкость. Итак, мы немножко порастягивали переднюю поверхность. Теперь нам надо укоротить заднюю поверхность. Каким образом? Просто изометрией. Да? Я вот держу и прошу ее сокращать эту мышцу. Давай. Не-не-не, тяни вот сюда, а я сопротивляюсь. Да. Сильнее тяни, со всей силы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И расслабили. То есть я сейчас делаю вот такое вот, заставляю ее сокращать мышцу вот изометрически, чтобы она сократилась. Давим. 1, дави. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Делаю попеременно, чтобы отдохнула. И я делаю несколько подходов. Хорошо. Но сейчас у нас должно поменяться положение таза. И мы сейчас это проверим. Посмотрим. Итак, мы сейчас посмотрим, что у нас поменялось. Так, вот, надеюсь, видно. Но я вижу изменение положения таза. Вот сейчас положение изменилось. То есть
то, что мы делали, почти нормально стоит. Чуть-чуть еще наклон есть, но положение изменилось. И вот можно посмотреть, что сразу вот здесь изменилось положение позвонков. И, соответственно, здесь все будет лучше. Хорошо, теперь мы займемся второй частью, а именно плечами. Ну вот теперь я поработаю с малой грудной мышцей, потому что именно она сжимает, создает вот эта цепь, малая грудная прямая, создает эту сутулость. И мы сейчас поработаем. Ну вот как проверяем? Просто просим поднять руки обе. Да, запомнить, а потом после отработки это ощущение меняется. То есть я вот под грудную мышцу вот так залазю, здесь, к сожалению, не видно. Да, вот она. И неприятно больно. Это неприятно больно. Но сейчас попробую на этой стороне показать, что я вот сюда, вот так вот, в таком положении, вот сюда захожу под грудную мышцу. Только с этой стороны. И вот я ее прошу. Так, там меня не видно. Ну ладно, меня не видно. Я прошу поднимать руки, да, обе. И сразу чувствует, человек сразу чувствует, что легче. Правая рука поднимается гораздо легче.